Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 25 мая. Поговорим о том, что можно делать 25 мая по народному календарю, что ни в коем случае нельзя делать, а также поговорим о народном празднике и уделим внимание лунному календарю. Далее, друзья, все более подробно. Итак, 25 мая церковь чтит День памяти святителя Епифания, архиепископа Кипрского, палестинского святого. Архиепископ жил в монастырях города Саламин на Кипре, вел правильный образ жизни и занимался переписками греческих книг. В простонародье был известен как великий учитель церковный. Хотя святитель Епифаний и был далеко не самый образованный, но был одним из ранних отцов церкви христианской. Палестинский святой крепко становился на защиту Божьей веры и крайне плохо относился к вранью, которое разъединяло единство церкви. Исходя из церковного учения, стало известно, что святой даже смог воскресить мертвого сына язычника. В народе же этот день назывался Епифанов день, Епифан, Рябиновка и другие. И название, связанное с рябиной, конечно же, не случайность в этот день. Это дерево, как все знают, одно из самых любимых и почитаемых деревьев на Старой Руси. Согласно байкам и легендам того времени, рябина по жизни защищала дома и стойла от пожаров и огня. Деревья защищали от всех невзгод и бед, их старались высадить ближе к дому или у входа на участок. Сегодня даже ходила народная примета просить у дерева оберега от несчастья. Многие рассказывали, что чудо-дерево защищало людей даже от сглаза. Стоило всего лишь следить и трепетно ухаживать за ним. А когда шли в поход, брали веточку рябины из палисадника. По народному поверью, она помогала найти выход из леса даже в самые сложные ситуации и не заблудиться, при этом придавала сил и терпения людям. В этот день наши предки срывали рябиновую веточку, несли ее домой, ставили в вазу, и чем дольше простоит и не завянет рябиновая веточка, тем дольше будут сопутствовать удаче домочадцев. Так считали наши предки, и вы в этот день также можете провести такую простую практику. Еще одним из важных растений на сегодняшний день были кувшинки. С 25 по 31 мая это растение можно было лицезреть на различных водоемах. Само растение было безумно красивое и пользовалось у людей большой популярностью, так как его использовали для изготовления различного рода лекарств. Цветок имел большие приворотные свойства, одолевал различные болезни и выгонял даже нечистую силу. Но в дом кувшинку нельзя было сегодня заносить ни в коем случае и ни под каким-либо предлогом. Такая неосторожность или халатность могла привести к гибели домашнего скота. По рассказам наших предков, что если на церковные праздники Епифана виднелись уже цветущие листья кувшинки, значит заморозков уже больше не будет, а погода будет только улучшаться и налаживаться. Ближе к вечеру 25 мая народ любил поразмышлять и предсказать будущее. Когда было ясно ночью, ветра не было и тучи не бегали в небе, то ожидали завтрашний дождь. Говорили за теплую, ясную, сухую погоду, когда видели увеличение количества кругов вокруг уходящего солнца и луны. Когда к вечеру собирался дождь, а ночью луна обливалась прохладной водой, то дожди были еще очень долго. А желтые цветущие листья акации, которые давали нектар, предвещали наступление дождей. А если новолуние проходило без осадков, то люди ждали засухи и запасались водой. И благо у нас сейчас с вами убывающая луна.
и старались в этот день накопить дождевой воды или наполнить максимально все емкости и для того, чтобы поить скот и поливать посевы. А зеленая луна означала дождь, а светлая и ясная – непогоду и сильные ветра. Цветение деревьев однозначно сулило какими-то изменениями в погоде, поэтому на них тоже стоило обращать свое внимание людям. Цветение любимой рябины, например, означало, что лето будет безумно жаркое. А если еще дерево радовало своей красотой и пышностью уже в этот период, то урожай льна будет богатый для тружеников того времени. На огородах продолжали высаживать капусту, пшено и зерновые, приговаривая определенные слова на добрый урожай. Зацветает потихоньку ясень, цветут ветлы и поздние сорта яблок. 25 мая при теплой погоде наши предки старались возобновить посадку огурцов на своих грядках. По народным приметам сегодня не стоило ссориться с кем-либо, а тем более обижаться. Простыми словами, обида – это всего-навсего результат неоправданных ваших ожиданий. Это неприятное ощущение, что с вами поступили несправедливо, нечестно, но это только по вашему мнению. Понятия и мнения у разных людей зачастую попросту отличаются. И так бывает, что ваш обидчик даже не догадывается, что обидел вас и дал ощутить и пережить эти эмоции. Без разговора и разбора ситуаций, без обсуждения и поиска той самой точки обиды, мы как следствие обретаем проблемы с нашим здоровьем, начиная от простых заболеваний ОРВИ к тяжелым, затяжным и хроническим. В избежание такое стоит понимать, что нельзя завышать свои ожидания, всегда стараться общаться и решать вопросы, общаясь до тех пор, пока вы не поймете друг друга. Строжайший запрет сегодня распространялся на алкоголь. В то время наши предки верили, что темные силы могут овладеть человеком под воздействием алкоголя, и тогда могли ждать от него всего чего угодно. Праздновали и отмечали данный праздник всей семьей или с друзьями, но только за ужином. На столах стояли компоты из фруктов, сок березовый с медом или самовары с вкусным черным чаем. Девушки, которые были не замужем или вовсе одинокие, 25 мая запрещали носить все темное. Одежду темного цвета ассоциировали с вдовами. Считалось, что сегодня нечистая сила может сглазить девушку, навести порчу на нее. При худшем раскладе замужество либо так и не настанет, либо будет несчастливым или вскоре приведет к разлуке. Сегодня не стригли ни волосы, ни ногти, поэтому будьте аккуратны с этим и перенесите сеанс парикмахера на день-другой. Согласно народным приметам, такие шалости могут привести к возникновению проблем со здоровьем, выпадению волос или ломке ногтей. Именины 25 мая отмечают Виола, Герман, Денис и Эпифан. А женщина, рожденная 25 мая, считалась хорошей хозяйкой. Она обладала красивым и сильным голосом, хорошим слухом и артистичностью. Именинницы в этот день надевали красный сарафан, подходили к рябине и заговаривали свой дом от молнии и от пожарного лета. Конечно же, в этот день наши предки знали, что нельзя было делать, чтобы не привлечь беды. Поэтому не следует в этот день отпинывать от себя предметы. Считается, что так можно оттолкнуть удачу. А вот беременным же нельзя в этот день перешагивать через сучья, иначе ребенок родится не совсем здоровым. Также существовала в народе и такая народная примета. Если в этот день щекотать кого-то, то можно привлечь беду. Верить в это или нет – дело каждого, но все-таки лучше не рисковать. Сны в эту ночь должны были показать ваши скрытые способности, но чтобы добиться серьезных успехов, их нужно развить. Ответ на вопрос, как это можно сделать, именно кроется в ваших сновидениях. И, друзья, в этот день не рекомендуем употреблять спиртное. Наши предки верили, что темные силы легко могут завладеть помутненным разумом, и тогда человек начнет творить различные непотребства.
Запрещается и в этот день говорить людям о своем походе в церковь, согласно народным приметам, иначе черт привяжется и заберет у вас всю удачу. Нельзя было срывать и приносить в дом белые кувшинки, цветение которых начинается в этот день. Также, друзья, в этот день нельзя было перешагивать через ветки, которые внезапно попались вам на пути. Вот такие вот, друзья, народные приметы были на 25 мая. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 25 мая. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 24 и 25 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно мощный день. В этот день пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Также хорошо продумать о том, возможно, вы хотите в самое ближайшее время заняться какими-то глобальными долгосрочными проектами. Но вы должны понимать, что все-таки убывающая луна, и злоупотреблять пробудившимися силами не надо, потому что они могут обернуться вам во зло. Также день сегодняшний полон неиссякаемой энергии, причем она будет касаться не только душевных порывов, сколько физических сил, поэтому зачастую этот день называют мужским. И считается, что сегодня пробуждаются силы природы. Поэтому, если есть сегодня возможность, проведите этот день спокойно, без лишней возни и суеты. Особенно, если сил у вас недостаточно, а можете вы быть деятельным и активным, как положено в этот день сильным людям. Выбор за вами, вам виднее, сильный вы или слабый человек. Что же касательно стрижки волос, то запись в салон красоты лучше отменить, так как результат стрижки вас сильно расстроит в этот день. Если укоротить волосы в этот день, то это негативно скажется на здоровье всего организма. Тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание. Поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы, простые косы или, как вариант, конский хвост. Обновить образ можно с помощью наращивания. Оно может быть удачным, если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос. Не лишним будет сделать и питательную маску для волос или помыть их настоем крапивы. В результате волосы казаться будут гуще, здоровее и ярче. Окраска волос натуральным красителем в темный оттенок поможет создать хорошее впечатление на ваших коллег и руководителя. Волосы сегодня стоит уложить крупными волнами, чтобы притянуть природную энергию. Также сегодняшний день считается, что неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти. Поэтому займитесь сегодня теми делами, которые вы долго откладывали в долгий ящик. Вот такой, друзья, у нас с вами день 25 мая по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. И прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше на интуитивном уровне понравилось. И смотрите, друзья, там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже с вами в следующем видео.